Всем привет, дорогие друзья! Совсем недавно у меня на канале вышло видео с рецептом хлеба в хлебопечке. И очень многие из вас просили меня приготовить хлеб именно по этому рецепту в духовке. А какой аромат! Вот прямо сейчас хочется отрезать вот эту хрустящую корочку и съесть. На мой взгляд, что в хлебопечке, что в духовке, он получается нереально вкусный. Лично для меня здесь просто идеальные пропорции теста. Хлеб красивый, ароматный. Когда он горячий, у него чудесная хрустящая корочка. А мякиш такой нежный и воздушный. Испечете такой хлеб дома и больше не будете покупать его в магазине. Я лично давно не покупаю. Для приготовления теста мне понадобится в теплой воде, температура которой примерно 38 градусов, разведу дрожжи. Всыпаю сахар и всыпаю дрожжи. Перемешиваю. Оставлю постоять минут 5-7. В миску просеиваю белую пшеничную муку высшего сорта. Добавляю цельнозерновую муку и ржаную муку грубого помола. Добавляю соль и все перемешиваю. Общий вес муки у меня получается 310-315 граммов. Я сейчас сделаю тесто полностью по рецепту, который я готовила в хлебопечке. Если вы хотите, вы можете варьировать количество разной муки. Можно добавить больше цельнозерновой муки или больше ржаной. Главное, чтобы общий вес соответствовал рецепту. Для меня этот рецепт хлеба самый удачный. Вливаю в муку подошедшие дрожжи. Добавляю растительное масло, я использую оливковое, можно использовать любое растительное. Главное, без ярко выраженного запаха. И теперь я хорошо все перемешиваю лопаткой. Это тесто получается достаточно вязким, поэтому я его сначала буду вымешивать лопаткой, а затем домешу миксером. Буду вымешивать насадками для теста, примерно в течение 5-7 минут. Как только вы увидели, что тесто начало собираться в одно целое и не растекается по миске, значит, его уже хорошо вымесили. Лопатку слегка смазываю растительным маслом, подбираю все тесто с краев миски и вот так вот его еще немного округляю. Можно сверху тесто слегка смазать растительным маслом. Миску закрываю пищевой пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Я подготовила форму, в которой буду выпекать хлеб. Это у меня форма для кексов, размер 24 на 12 сантиметров. Выложила ее пергаментной бумагой. Бумагу я ничем не смазываю, она у меня хорошего качества. Тесто просто великолепно подошло. Рабочую поверхность я хорошо подпыляю мукой. Достаю тесто из миски. Сверху я его также подпыляю мукой и растягиваю в прямоугольный пласт. Формую буханку хлеба. Сворачиваю тесто и хорошо его поджимаю. И вот этот край хорошо защипываю. Рулет переворачиваю. Вот этот край также здесь защипываю, закрываю. И с другой стороны также. Сверху тесто припыляю мукой. И переношу в форму. Закрываю сверху пленкой. И оставляю тесто на расстойке в теплом месте примерно на полчаса. Посмотрите, как великолепно подошло тесто. Оно заполнило фактически всю форму. Сверху я все слегка снова подсыпаю мукой. И вот так вот немного разглаживаю. Очень делаем все аккуратно, бережно, чтобы тесто не осело. Теперь либо острым ножом, либо, как я, лезвием делаем надрез. Я делаю один надрез сбоку. И с другой стороны хлеба я сделаю небольшой рисунок в виде колоска. Именно для того, чтобы хорошо был виден этот рисунок, я подпылила тесто мукой. И делаю вот такие надрезы. Слегка наискосок.
И сейчас я все оставляю еще постоять на столе примерно 10 минут. Ничем форму не накрываю. За это время хорошо разогреется духовка. Прошло 10 минут, вот эти вот колосочки раскрылись. И я сейчас мой хлеб отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Вы только посмотрите, какой красавец получился. Ароматный, передать словами невозможно. Послушайте, какой он издает глухой звук. Это значит, что хлеб хорошо пропекся. Сейчас я его аккуратно извлекаю из формы на решетку и оставляю остывать. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!